Всем привет! Сегодняшнее видео это видео-ответ на вопросы подписчиков о клее КМЦ. Вопросы периодично повторяются, поэтому я их собрал на листик, 7 основных пунктов, и по каждому дам краткий ответ. Первый вопрос. Что же такое клей КМЦ? Клей КМЦ это обойный клей, обычный обойный клей. Даже интересно, кто придумал вот использовать, применять этот клей для полировки торцов, бахтармы и вообще для работы с кожей. Не знаю, что сподвигло человека, но в общем сейчас это очень такое распространенное средство, которое реально работает на кожах как минимум растительного дубления. Специально купил 2 упаковки, потому что он по-разному обозначается. Есть клей КМЦ с вот таким вот обозначением. Есть клей CMC. В принципе, это по сути одно и то же. Единственное отличие это качество, наверное, клея, потому что вот этот клей в 2 раза дороже. Он такой рассыпчатый, похож на... Даже сложно с чем-то сравнить, но в общем такой мелкий-мелкий, как песочек, да? Вот. То вот этот клей, это, наверное... Да, наше, наверное, украинское производство, он такой с комочками, то есть его сложнее замачивать и получать однородную как бы массу, когда мы его заливаем водой. Но все равно, что тот клей, они работают. Второй вопрос. Можно ли заменить этот клей каким-то другим обойным клеем? Я, конечно, этот вариант не тестил. Вот, но могу с большей вероятностью сказать, что заменить его нельзя, потому что у этого клея есть определенный состав, который не повторяется в других этих клеях. И когда-то подписчик на канале, он писал, что в этом клее в составе есть какое-то вещество или какой-то элемент, в общем, который и делает этот клей более применимым, ну, как бы к нашей работе, из-за чего его как бы используют. Третий вопрос. Сколько может храниться этот клей? Значит, на самой упаковке указано, что когда мы уже сделали эту смесь, то клей может храниться более 7 суток. По своему опыту клей у меня хранится по несколько месяцев, и в принципе ничего с ним критичного не происходит. То есть он у меня в закрытой такой баночке. Сейчас покажу. Вот в такой банке хранится по несколько месяцев, и он никак там не закисает, не знаю, не появляется запах, ничего. В принципе, чем он хорош, что можно в домашних условиях приготовить это средство, наверное, самое бюджетное средство для полировки. Вот, и в принципе работать, если правильно выдерживать технологию, то результат не уступает тем же токанолу, допустим. Четвертый вопрос. Где купить этот клей? Что касается Украины, этот клей продается в строительных и хозяйственных магазинах. Данных вот 2 типа, как бы 2 разновидности этого клея я покупал в хозяйственном магазине недалеко от дома. Продаются они в основном в отделах, где вот материалы для поклейки обоев, сами обои и клея для этих обоев. Вот там можно искать этот клей. Или же заказывать, допустим, через интернет. Но, как я уже сказал, есть в принципе в хозяйственных магазинах. То есть вот нашел в одном магазине сразу 2 этих пакетика. Некоторые магазины для кожевников, они покупают вот такой, допустим, клей, фасуют его на небольшие такие пакетики, там, к примеру, по 30 грамм, и продают уже подороже, чем, допустим, купить этот клей как обычный обойный. Пятый вопрос. Как приготовить клей? Значит, видео по приготовлению этого клея уже есть у меня на канале, оно довольно старое. Сейчас я делаю немножко, конечно, чуть ускоренный вариант. Смотрите, вот на такую баночку, где-то 250 грамм здесь, я насыпаю 3 маленьких столовых ложки вот этого клея, ну так, где-то с горочкой, да. Вот, все зависит от того, какую хотите вы получить жидкость. Или же она будет такая, как кисель, тягучая, или более жидкая. В принципе, та, что более жидкая, она, ну, как бы ее, там расход клея получается поменьше, и она нормально применима на кожах растительного дубления. Та, что более такая вязкая, как кисель, ее удобнее применять на кожах хромового дубления. Значит,
насыпали 3 ложки сюда клея, заливаю теплой водой, не кипятком, ну, теплой, вот, с чайника. Потом его в идеале там перемешивать, равномерно это насыпать, да, там все, в общем, это все делать. У меня не хватает на это все терпения. Я что делаю? Закрываю, допустим, сверху вот эту крышку и вот так вот колочу. Взбалтываю, 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 взбалтываю. В общем, какая-то часть клея, она перемешивается, да, жидкость, она становится уже более однородной. Вот. Далее вот эти комочки, которые остались, они, ну, как бы не раскисли, остаются, они всплывают. И тогда я эти комочки просто там ложкой собрал, выбросил, и все. Остается у меня, ну, как бы чистая вот такая вот жидкость. Можно как-то процеживать, но я над этим не заморачиваюсь. То есть основные такие большие сгустки, я их просто вылавливаю, выбрасываю и так ускоряю процесс изготовления данного клея. 6-й вопрос. Можно ли применять этот клей на хромке? Скажу так. Клей можно применять, в принципе, на любом виде кожи. На растишке он работает намного лучше, чем на хромке. На хромке из-за того, что у кожи хромового дубления вот этот сам ворс, он не раскисает под воздействием воды и под воздействием как бы средств на водной основе. То есть в данном случае у нас получается клей, он на водной основе. Ворс на хромке, он не раскисает, поэтому заглаживается намного хуже, чем на растишке. Но применять его можно, пригладить, если ворс небольшой, можно. Если большой ворс, тоже можно пригладить, но при этом нужно обязательно потом какой-то наносить финиш, чтобы этот ворс в дальнейшем не поднимался. 7-й вопрос. Можно ли после нанесения этого клея не обрабатывать больше ничем, не наносить никакие финиши, не наносить никакие апритуры? Скажу так, вот, допустим, кожа, растительное дубление, да, с вот таким вот ворсом, изнанка. Далее я ее обработал и получил вот такую гладкую поверхность. Это только клей КМЦ здесь, да. 3-я поверхность, это уже я покрыл ее апритурой. Зачем нужно покрывать апритурой? Когда мы нанесли просто клей, вот у нас этот ворс, который загладился, он по сути превратился, допустим, там, в однородную массу, если это в растишках, да, но он ничем не защищен. То есть вот эта поверхность, она более подвержена каким-то повреждениям или, к примеру, при загибах может подниматься ворс, появляются какие-то заусеницы и, ну, в общем, вот эта поверхность, она не будет такой гладкой долгое время. Вот. Для того, чтобы удержать вот эту поверхность в вот таком вот заглаженном виде, нам ее нужно чем-то обработать, создать поверх пленку. То есть в данном случае вот нанес жидкую апритуру, которая у нас пропитала вот эту изнанку, да, создала у нее на поверхности незначительную тонкую пленку, которая и по сути держит нам этот ворс. То есть такая поверхность, она более устойчива к повреждениям и более долговечна. То есть, как мы, допустим, ее там не будем гнуть, то со временем, вот если использовать изделие с вот такой вот изнанкой, с непокрытой или с покрытой, то вот это изделие, оно будет как бы дольше прослужит в вот таком вот первозданном заглаженном виде. Вот и все. То есть, вы можете не покрывать ничем, но со временем на изнанке будут подниматься какие-то заусеницы, будет подниматься ворс. А какие уже средства вы будете применять в своей работе, это дело ваше, их просто десятки там разных этих апритур, жидкие, кремообразные. Если от Кенды, это Апретамилд, и там еще серия у нее есть этих апритур. Допустим, у Экси это Автолюкс, есть крема, ну, в общем, любые финиши для кожи подойдут для того, чтобы покрыть изнанку вот после обработки клеем СМС и как бы закрыть ее. И финальный на сегодня вопрос, это можно ли обрабатывать вот эту поверхность, заглаженную клеем КМЦ, можно ли обрабатывать воском. С моей точки зрения, это не практично. То есть обработать вы можете без проблем, и все зависит, конечно, от изделия, в котором это все дело применяется, но по своему опыту и своих как бы наблюдений скажу, что это не практично.
То есть воск у нас получается на этой поверхности, он не создаст вот эту защитную пленку, то есть его нужно наносить или много, или вообще практически, чтобы не было заметно, но при этом, вот смотрите, у меня есть такая затиралочка с воском. То есть воск на поверхности, он все равно трескается, он не эластичен, да, и ворс сам он особо удерживать не будет. То есть это, ну не знаю, как вот, допустим, я там торцы заполировываю, то есть может всю поверхность вот так вот нужно будет заполировать, прям стереть, да, чтобы эта поверхность как-то более-менее нормально себя вела в эксплуатации. То есть проще всего и то, что самое практичное, это, конечно же, использование апритур, вот, которые уже создают какое-то специальное покрытие, да, более долговечное, более устойчивое. Или же, как я показывал в одном из видео, не апритура, а грунт от финича прозрачный, да, он еще более устойчивее к повреждениям и прям создает такое защитное водонепроницаемое покрытие на изнанке. Основную информацию по клею КНЦ дал. Если чего-то не озвучил, задавайте вопросы в комментариях, я постараюсь ответить. Надеюсь, видео будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.